Косуля живет в мире, где красота леса неразрывно связана с постоянной бдительностью. Каждый ее шаг – это выбор между тишиной и опасностью. День косули полон скрытых угроз, только внимательность и чуткий слух помогают ей остаться невидимой. Это художественная визуализация жизни европейской косули, созданная с помощью генеративных технологий, которая показывает, какой сложной, но в то же время удивительной является ее жизнь в весеннем лесу. В тишине утреннего леса, когда туман еще держится между стволами, начинается ее день. Косуля появляется почти бесшумно, легкая, внимательная и всегда настороже. За зиму она потеряла часть массы тела, и теперь ее задача — восстановить силы. Косуля выбирает самые сочные растения, медленно продвигаясь вперед и прислушиваясь к каждому шороху. Каждый шорох для нее знак, а каждый запах — это история, рассказанная ветром. Мох под копытами мягко пружинит, а между папоротниками прячутся тайны и опасности. С приходом весны температура поднялась всего на несколько градусов, но этого достаточно, чтобы пробудить жизнь. Косуля пришла к озеру попить воды, настороженно оглядываясь по сторонам. В этом озере очень чистая вода, и она уже не раз бывала здесь. Убедившись, что поблизости нет хищников, косуля жадно припала к воде, торопливо утоляя жажду. С каждым днем становится теплее. В этот день тумана нет. Снег тает буквально на глазах. Тем временем косуля мило дремлет в своем убежище. А среди травы уже повсюду распускаются первые цветы весны. Сегодня косуля пришла к лужайке, на которой часто бывает. Ей нужно набираться сил, ведь скоро она родит детенышей. Весенний рацион особенно питателен. Молодые травы, листья кустарников, почки деревьев. Даже во время еды она остается настороже. Уши косули вращаются независимо друг от друга, улавливая малейший звук. Насытившись и отдохнув в теньке, она собирается идти к своему ночлегу. У косули обоняние развито намного сильнее, чем зрение, и это позволяет ей различать растения, находить самые молодые побеги и определять, не трогал ли растение другой зверь. Передвигаясь, косуля меняет тропы, чтобы хищникам было сложно ее выследить. Она уже почти пришла к своей ночевке, которая находится внизу вдоль ручья. Летом место лёжки меняется почти каждый день, но сейчас дупло дерева — идеальное место для будущего потомства. В этом уютном месте она родит маленьких косулят. Время идет быстро, и наступает ночь. Завтра у нее будет сложный день.
Ночь была непростой, к тому же прошел легкий дождь, но только что родившиеся косулята в сухости и безопасности, ведь они находятся под заботой матери. В лесу полным ходом кипит жизнь. Время идет быстро. Родившиеся детеныши растут с каждым днем и внешне стремительно преображаются. Сказочное утро в весеннем лесу. Самка сейчас особенно осторожна, ведь если с ней что-нибудь случится, то малыши без нее не выживут. Она покидает детенышей на большую часть дня, а они тем временем тихо спят, прижавшись друг к другу. Косуля слизывает росу с растений, ведь влаги здесь достаточно, и ей не нужно уходить далеко к озеру, оставляя малышей без присмотра. Как обычно, насытившись, она прилегла отдохнуть, выбрав небольшое углубление, ведь так намного меньше шансов, что ее заметят хищники. Косуля уже возвращалась к своим малышам, но начался дождь, и ей пришлось спрятаться в укрытие, которое находилось неподалеку. Когда дождь утих, заждавшиеся косулята наконец смогли вдоволь напиться материнского молока. Рядом с водой косуля ведет себя осторожно, ведь именно здесь ее уже не раз подстерегала опасность, и она каждый раз вспоминает это. В начале весны она переходила холодную реку, но на другом берегу из леса выбежали волки, и косуля долго оставалась в воде, так как боялась выйти на берег, пока совсем не замерзла. Поэтому возле воды она ведет себя неторопливо и осторожно. Память помогает животным ориентироваться, обучаться и выживать в дикой природе. Косуля знает тропы, которые скрыты от глаз, и слышит лес, так как мы никогда не сможем. Сегодня она вывела своих детенышей из укрытия в густую траву, чтобы обучить их самостоятельности. Их дом в старом дупле дерева впервые пустует. Шерсть малышей покрыта светлыми пятнами. Это идеальный камуфляж в пятнистом свете весеннего леса. Слух косули и ее обоняние — лучшие защитники, а также внимательность и скорость. Весна — это время не только изобилия, но и время риска, она полна опасностей. Медведи, волки и рыси — каждый из них может представлять угрозу. Передвигаясь по лесной тропе, косуля еще не знала о том, что ее подстерегает опасность. Рысь устроила засаду. Как будто предчувствуя опасность, она хотела развернуться, но уже было поздно. Рысь начала преследовать свою добычу. Благодаря длинным зигзагообразным прыжкам косули, рысь смогла лишь слегка коснуться ее. Поскольку эффект внезапности был потерян, дальнейшее преследование стало бессмысленным для хищника. Уйдя от рыси, косуля решила на время затаиться в кустах. Но вскоре ее ожидало новое испытание. Мимо пробегала стая волков. Отсидевшись некоторое время в кустах, косуля снова выходит на открытое место.
Малыши уже заждались маму. Отсутствие запаха и неподвижность делают их практически невидимыми. Теперь семья снова вместе. С раннего утра солнечные лучи пробиваются сквозь ветви. Косуля осторожно выводит косулят к ручью. Вода – жизненно важный источник для всех обитателей леса. С каждым днем малыши крепнут. Сегодня самка не хочет оставлять их. Рядом с матерью они чувствуют себя в безопасности. Хищникам не просто поймать косулю с детенышами в густом лесу. Даже целый день поисков не всегда приносит результат. Скрытая в гуще старого леса полянка — это райский уголок, залитый мягким солнечным светом. Неподалеку шумит живописный водопад. Вода с грохотом падает вниз, поднимая легкий водяной туман. Хищники ищут добычу по запаху, а частое облизывание помогает уменьшить запах косуленка. Дятел подлетает к старому пню. Несколько точных ударов, и его крепкий клюв уже проверяет древесину. Под корой могут скрываться личинки насекомых. Это любимая добыча лесного мастера. Малыши уже хорошо бегают и постоянно сопровождают мать. Они учатся распознавать съедобные растения, понимать сигналы тревоги и запоминать территорию. Постепенно начинают различать запахи и звуки леса. Понемногу пробуют есть траву, но все еще питаются молоком матери. Как только мать остановилась, они ложатся рядом с ней и не тратят лишнюю энергию. Молодняк остается рядом с самкой почти целый год. Для европейской косули весна – это не просто смена сезона. Это время, когда на кону стоит будущее ее рода. И пока в утреннем тумане слышится легкий шорох травы, история европейской косули продолжается. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.